У меня пришли два пациента, на них наложены электроды, они активно ждут своего часа, а мы начинаем новый сеанс тренировки. У меня на экране представлены настроенные рабочие места. Часть из них с беговой дорожкой, часть с велоэргометрами. Ну вот сейчас у меня два пациента на велоэргометрах, и я их запущу тренироваться. Я беру реабилитируемого номер один, сажаю на рабочее место номер два. Сразу получаю некую краткую информацию об этом пациенте, но я могу получить и полную информацию, а также внести исправление, если нажму кнопочку «Изменить данные». Что я здесь увижу? Я увижу, кроме стандартных достаточно полей, фамилия, имя, отчество, дата рождения, рост, вес, пол, я еще увижу значение пороговой частоты сердечных сокращений. Именно этот параметр нам нужен для автоматизации процесса тренировок. Что такое пороговый ЧСС? Это некая частота сердечных сокращений или пульс, который мы не будем превышать в рамках нашего курса реабилитации, но, возможно, мы будем к нему стремиться. Если мы провели пациенту эргоспирометрический тест, то в роли пороговой ЧСС может выступать частота сердечных сокращений, наступления точки респираторной компенсации или второго вентиляторного порога. Как известно, данный порог нельзя превышать в рамках реабилитации, и мы его установим в качестве точки отсчета. Или, например, мы пациенту провели стандартный нагрузочный тест, выявили, что у него при какой-то частоте сердечных сокращений появляются признаки ишемии или какое-то нарушение ритма значимое. Да? Мы не хотим в процессе реабилитации к этому приближаться порогу, мы установим эту ЧСС в качестве пороговой и будем от нее вести отсчет в сторону уменьшения. То есть, например, 80-70% от этой ЧСС. Кроме того, есть еще вкладочка «Автоматизация», в которой мы можем регулировать реакцию программы, автоматическую реакцию программы на какие-либо события, случающиеся с пациентом. Для чего это нужно? Представьте, что у нас тренируется не 2, а там 4, 8, 12, 16 пациентов. Как за ними, за всеми уследить? А, Оператор может, например, подойти к одному из пациентов, поправить электроды, да, там, какую-то проблему обсудить, мало ли что может произойти. И в это время у другого пациента, например, возникнет нарушение ритма. Оператор не будет просто видеть эту информацию, потому что он отошел от монитора. И вот чтобы привлечь внимание оператора или даже скорректировать автоматически тренировку и обеспечить тем самым безопасность нашего тренировочного процесса, есть вот эти настройки автоматических событий. В данном случае, например, по умолчанию программа будет показывать предупреждение, то есть если пульс выше какого-то порогового значения, да, если, например, там значимость сместился, СТ-сегмент, ишемия появилась, то просто показать предупреждение. А можно, например, если у нас пациент с повышенным риском желудочковых нарушений ритма, да, то при частой экстрасистолии с широким КРС мы снизим нагрузку. А вот если появится тахикардия с широким КРС, потенциально желудочковое, угрожающее, да, жизнь угрожающее состояние, тогда мы можем автоматически остановить тренировку. Да. Не мы можем, а программа автоматически остановит тренировку. И тем самым пациент у нас уже не будет получать нагрузку. И есть еще вот такие параметры нагрузки, которые позволяют установить лимиты. То есть мы программе сказали, данного пациента нужно тренировать на частоте 120 ударов в минуту. Но, предположим, мы ошиблись и слишком высокую частоту для него придумали, и на фоне терапии там, бета-блокаторами он никак к этому значению не придет. А программа все увеличивает, увеличивает, увеличивает нагрузку. И нагрузка может стать просто слишком высокой для пациента. Чтобы не допускать такой ошибки, мы можем установить лимит. Он устанавливается либо для всех пациентов, либо для конкретного, например, пациента у нас могут быть один послабее, да, для него мы поставим лимит поменьше, а кто-то, к примеру, бывший спортсмен, да, у него хорошая тренированность, и он вот всякое случается, да, заработал себе инфаркт миокарда на закате спортивной карьеры, но у него параметры физработоспособности все равно остались высокими, и он может выполнять достаточно большую нагрузку. Поэтому мы ему можем поставить лимит повыше. Все.
с предварительными настройками здесь мы закончили. Теперь мы должны выбрать шаблон тренировки. Давайте вот этому реабилитируемому мы выберем более простой шаблон, конкретно стандартная нагрузка просто в постоянном режиме. То есть, например, умеренный 4,5 метаболические единицы. Почему удобно в метаболических единицах, а там не в ваттах, в угле подъема дорожки? Потому что это универсально, и можно пациента потом пересадить с велосипеда на дорожку, например, да? При этом он будет получать сопоставимую нагрузку. Программа автоматически пересчитает нагрузку, исходя из роста, веса, там, пола пациента, и все будет красиво. Так, вот это у нас пациент номер один, а другой пациент у нас будет на вот этом рабочем месте, и мы ему назначим тренировку в процентах от его пороговой. То есть здесь у нас уже будет программа автоматически подбирать нагрузку, чтобы достичь определенной частоты сердечных сокращений. Все, подготовительный этап пройден. Вот программа пометила рабочие места зелененьким, значит, все хорошо, мы можем продолжить. После перехода в следующее окно программа автоматически включается в режиме мониторинга, то есть она показывает электрокардиограмму, но пока не происходит регистрации параметров. И здесь мы видим два монитора. На одном мониторе мы видим все 12 каналов ЭКГ, мы видим план тренировки, мы видим все параметры, текущую ЧСС, там, целевую ЧСС и так далее. А на втором мониторе мы видим так называемые миниатюры, то есть уменьшенное представление, где только одно отведение ЭКГ, основные параметры текущие там, нагрузки, какой сейчас этап указано. Это нужно для того, чтобы видеть параметры всех пациентов одновременно и управлять ими, потому что миниатюра, по которой я щелкну, данные с нее развернутся в полноэкранном режиме на втором мониторе.